Здравия и ума желаю всем слушателям. Зеролитовский Презентс дарит новый цикл рассказов о Зазеркалье из рубрики «Ничего себе». Опять иду по джунглям, засекая ловушки и волчьи ямы вражин. Оказался жирный клоп, взял бумажник кольцам мишуру. Будет поиграться чебуру. Знают и Одесса, и Ростов. Ой, куда девался мысль? Все в порядке, никаких проблем. Заворачивай. Пошли. Все вместе. Почему ты всегда к друзьям придираешься? Потому что мы такие простые люди. Из-за этого мы такая лохая добыча. Что будет с нашей страной? Прямо как в старые времена. Мы ж ни в чем не виноваты. Какие ваши доказательства? Ну что, граждане тунеядцы, хулиганы, алкоголики, кто хочет поработать? Сегодня начну с города-героя Детройт. Кто не знает, есть такой город в США. Хоккейная команда Detroit Red Wings, красные крылья в переводе. Не крылья Советов, но тоже крылья и даже красные. Вот чудеса в той цитадели Рейха. Что такое красные крылья, можно пару мыслей высказать. Это, по-моему, и на Серафимов из Библии указывает. Но главное, это красное, это в чтении. Red, помните, это прочитанное в английском. Так что в Детройте вот такая команда по соколиному глазу, крылья прочтенного. Иначе летать не будете. Зомби не летают. Чтобы летать и видеть сверху дурдом, нужно читать и мозг тренировать тем чтением. Но тут, к слову, как говорится. К слову о крыльях, на французском крыло это «эйль», а такое слово «detail» оно указывает и на мертвое крыло, и на «из сказки» «detail», и на «из хвоста» «detail». Когда слышите много деталей, где-нибудь жиды рассказывают о том, чего не видели и не понимают, знаете, это сказки детям, это, знаете, они с дьяволом якшаются, который есть отец лжи. Дьявол ведь в деталях и в хвосте. Крыло, крыл, я. Это про закрытие, покрытие некое. В литовском это деньги, что на русском уже деньги. Это покрытие, скрытие, seal, jam, alarm. Много преступлений скрыто деньгами в аду. Я бы сказал так. Сам ад и скрыт деньгами. Снимите повсюду деньги, и вы увидите четко ад. Концлагерь смерти Дахау. Сами понимаете, сколько зла творится в дурдоме по причине «А мне ведь за это платят зарплату, шекель дают, как же без них, чем детей кормить» и так далее по списку фашист. Концлагерь Дахау. Голова заторможена деньгами, а такие тут повсюду. Зомби их называю. Жиды другое название. Они все забыли и помнят только одно. Деньги, деньги давай. Это ихние крылья.
Ничего не думают, ничего не соображают, действуют только на денежном движке. Ну, плюс пожрать, конечно, в перерывах. Напомню тот лозунг, который висел, нас убеждает на концлагере Дахау на воротах. Arbeit macht das Leben süß. Без всего другого это обозначает, что работа делает жизнь свинячей или лошадиной. Тут только разница латынь или иврит взять за основу в слове «süß». А для жида-германца это все сладко. Не буду спорить. Жизнь свиньи, она сладкая. Жрать, срать и в говне валяться. Тем более, что деньги на немецком и обозначают говно. Geld. В этом говне свинья и валяется. И говно все вокруг превращает в говно. Вон ваш шоколад, кофе, да другие снадобья. Это ведь из вашего говна. Великих бандерлогов. Еще везут из говна швейцарских бандерлогов. Ихнее говно дороже. А-то сладкости сахар, уже может помните, это и темень, и пьянство, и жалование, и сахар, и тюрьма. На кило говно, кило сахара. И все идет чин-чинарем. Вот работа, она об этом всем и есть, если взглянете трезвым взглядом. И может теперь даже поймете, чем змей вас искусил. Говно. Вот все получили, что значит. Что хотели очень, там смотрели, все блестело. Там как все красиво, как вкусно, как сладко, как Кока-Кола. Ой, как нам хорошо, как мы хотим туда. И чтобы, значит, все. А это было говно. 100 сортов говна у вас. А колбасы и мяса нету. Молока нет, там говно тоже какое-то. Вот как обманули Адама и Еву. Дураков. А тут город-герой находится в штате, состоянии Мичиган. Михаган. Это, по-моему, и на Михаила указывает. Кто не слушал, рекомендую видео об Михаиле. Аган — это загон. Закрытая территория в иврите, оружие на английском, а я просто перевожу тюрьма, что попроще, значит, для дураков. Детройт, насколько помню, уславился своим автопромом и тем, что он обанкротился, целый город обанкротился. Мне как-то это до сих пор непонятно, но в рейхе германском может обанкротиться и города, и села, и целые страны, и бандерлоги. Тут ведь свобода. А свобода, она есть свобода для смерти, для ядов, для рабства, для мучений, для ада и для говна, конечно же. Ад — это абсолютная свобода чертям и демонам, не находите? И тюрьма или концлагерь — это есть выражение как раз свободы. Или как думаете, власть тоже ведь свободна вас законопатить в кандалы, продать в рабство? Это тоже свобода. Или как вы думали? Всем свободу и мне свободу, а другим не надо свободы. Я делаю, что хочу, а что другим нельзя, что ли? А рабство как значит? Это тоже право. А что нет? Он вот, сидит вот жид и говорит, а у меня, я хочу, чтобы, значит, чтобы рабы у меня были. Так у вас свобода. Значит, ему надо все обеспечить. Вот вы обеспечили. Вы и обеспечили. Вот так вот, дураки. А как же свобода дурака на дурь? На эксперименты. На свободу садиста пытать и колоть иглами татуировки, резать плоть и вставлять за шекели пластмассу. Как свобода продавать наркоту, продавать тело, продавать органы? Это же все свобода, бандерлоги. Вы получили свободу. Вперед в джунгли и славной охоты. И вам все узаконили, всю ту свободу, которую хотели. Но поставили большие ограничители на реальную свободу, на разумную свободу.
на свободу разума. Эти ограничители есть деньги. Они как раз ограничивают разум и увеличивают дурь и свободу. Как раз то, что нужно для геноцида бандерлогов у Лимпопо. И деньги служат забором с колючей проволокой вокруг концлагеря смерти. Это же цены. А цены это деньги. И тот забор с колючей проволокой, он у вас в голове намертво приварен вместе с решеткой жадности. А то, что такая свобода убивать, калечить и продавать в рабство противоречит вашему понятию свободы, то на это у вас есть свобода судиться. И это временно только будет. У подрастающего поколения уже не будет тех предрассудков, и уже их нет. Они уже не соображают вообще. Им ширнуться, значит, что-то там. И все. Детей уже им не надо. Они уже некоторые даже не понимают, как это надо делать. Так как у них, значит, там мужчина с мужчиной и девушка с девушкой. Вот у них, значит, так уже. И можете обжаловать это в суде, если хотите. Вот, в суде шекельном и рабовладельческом, средневековом, жидовском. Там вам быстро объяснят границы вашего концлагеря и ваших прав. Вот что есть свобода. Если на нее нет управы в форме разума. А тут у реки Лимпопо, у больных обезьян, такого явления, как разум, никогда и не было. В джунглях-то это не надо. Там ж свобода. Там предприниматели. Там шекели. Там самое главное, значит, купить подешевле и продать подороже. А что продать? Это уже, как говорится, на ваше усмотрение. Можете здоровье, можете разум, можете душу, можете органы, можете жопу, можете письку, можете хоть что. Главное продавать. Я вам упрощу еще мысль. Свобода в дурдоме, сами подумайте, зачем и кому это нужно. А то, что это дурдом, мне, например, сомнений нет. До пандемии только сомневался еще, но после пандемии все сомнения рассеялись, как дым под натиском доказательств от первого всадника апокалипсиса – чумы. В беспамятстве и шизофрении как минимум. То же самое свобода для преступников в тюрьме. Вы хотите, чтобы дали свободу преступникам? А что, как думаете, они будут делать с вами, с вашими детьми? Они делают. Им дали свободу. Амнистию объявили в 1990 году. И уже до этого, там уже это кооперативы, все такое, это амнистия. Вот это и была амнистия. А вы что думали, там какой-то указ об амнистии, значит, специальный, там всех преступников выпустить из тюрьмы должны, значит, написать? Нет. Преступники вон. Те, которые сразу и пошли на свободу. Им разрешили творить зло свободно. Вот на всех этих посмотрите, кто чем там начал заниматься и что делал. Все эти предприниматели, чем они, что они делали-то? Добро делали, да, думаете? Так у вас нет, у вас разума нет, чтобы понять. Все, что они делали, это было только зло. Воровали, грабили, насиловали, продавали яды и так далее. Ничего другого не могло быть. У дураков-то, в дурдоме. Вон фильм «Холодное лето» 53-го об этом. Когда фильм выпустили, уже амнистия та и была. Можно это изобразить как свобода преступникам, а можно как свобода больным психически. Вон фильм Стоунхерст Асайлум. Это по сути одно и то же. И такому контингенту вы хотите дать свободу? Ну. Удивят вас те ваши жиды. Ох, удивят. Еще мало удивили. Удивят больше. Подросло уже другое поколение. А меня уже давно удивили. Когда полезло это все поганое, грязное да говнистое через экран, я и понял, с кем я имею дело. Только смутно еще понимал. Маленький был и уже обрезанный.
Свобода нужна зверям и чужому, да больным на голову, чтобы чудить и с ума сходить. Рвать, убивать, калечить, терзать. Они тогда это сексуальное удовлетворение получают. Вам этого, нормальному человеку это не понять, а вот то, что это есть, это есть. Садисты. Да-да. Думаете, такого нету, да? Ну вот вам показали. Вот это все. Ад он такой, он на садиста. Чтобы мучить грешников-то. А как по-другому мучить? Ну вот сами грешники, значит, на то произведены в ранг чертей и демонов и начинают. Разумному человеку нужен порядок и дисциплина в зверинце, чтобы он мог спокойно жить и с Богом дружить, да детей разумными и здоровыми растить без окружения больных на голову. И могу вас уверить, что когда даете свободу обезьяне облезлой, то есть больному и преступнику, он будет делать зло. Зло и есть безумие, и дурь в переводе, а больные обезьяны ничего другого и не знают, кроме зла. Чтобы делать добро, нужен разум. Сами понимаете, может, кто-нибудь уже. У больной обезьяны не получается делать добро по простой причине. Она не различает добра от зла. Ей зло это добро и наоборот. Ей что там закон написали, вот это у нее добро. А что это не закон, а это узаконение преступления, в обезьяне уже не доходит и не дойдет. Тем более она заинтересована еще шекельно. Какой капкан, да? Обезьяне хочется верить, что это все добро. И она даже себе не признается. Тем более, что обезьяна-то в темноте, у них и знаний-то нет. И сознания нет. Во тьме египетской обезьяны пребывают. Но их убедили, что тут все чинно и благородно. Обмануть дурака легче простого. На дурака не нужен нож. Ему с 3 короба наврешь и делай с ним что хочешь. В стране дураков. Так что змей, когда припер к Еве с Адамом, или Америка к нам в СССР, можно сказать, они нас освободили. Мы же на связи, мы зависимы, мы ограничены и внешними ограничениями, но с той подключкой к серверу. Это ограничения и ментальные, называют это по-разному. Самое простое – совесть, стыд, честь, достоинство, мораль. Все это категории, которые понятны только подключенному, имеющему доступ к своей записи, к своему аватару, запрограммированному на человеческое. А плод тот, яблоко назовем точнее, он выжигает предохранители, высвобождает темную энергию, высвобождает ящик Пандоры, который сдерживает те цепи и предохранители сопротивления. Сопротивление дури разума не остается, и пошел огонь, который уничтожает само устройство. И такое уже в форме зомби подключается к аварийной программе выживания, пожрать, посрать и потрахаться. Только эта программа остается в действии. Высших мозгов уже нет. Программных ограничителей нет. Управляет фюрер из бункера, черная подстанция по научному субстанция Нигра. Кайфа. Кайф. А ему нужно допамина, наркоты нужно, внутренней и внешней. И все упирается только в это, забивая на все другое. По-разному тот допамин добывают умельцы. Кто по магазинам, кто по притонам, кто по девкам, кто по алкоголю. Главное, чтобы реальности не видеть. Сон наше все. И попер зверь фашистский, эгоистический из обезьяны. Как помните, показали в фильме «Остров доктора Моро». Пошли громить всех, когда вырвали то устройство тормозящее. Вот такое есть освобождение змеиное вермахтом, как говорится. Оно освобождает от принципов, от морали, от разума, от совести, от стыда, от сдерживающих мыслей, от воли. И зомби становится свободным, но невольником. Попадает в плен, в невидимый плен,
к своему фюреру, который его убивает за это. А плен, напомню, это на латыни полный, а полный через английский это дурак, fool. Невольник это по-другому devil, черт и дебил. Все это об одном и том же, об контингенте дурдома, которых освободили из дурдома прежнего, где они жили-поживали спокойно, тихо, в уравниловке и без шекелей, без огня. Не давали эгоизму вырваться, юдаизму, фашизму. Да, это тоже была тюрьма, но напоминала больше колонию поселения, братскую. А теперь это уже концлагерь смерти, где просто убивают за шекели, где все враги всем. С жидами по-другому не выходит. Увы. Вам же в истории даже описано, что заразу отовсюду изгоняют, как нечистую силу. Сказка вот об этом и есть. Вот что есть смута или смета. То же самое слово. Все на сметах у нас. Все на бюджетах, на шекелях. И пропадает жизнь, и пропадает порядок, и пропадает правосудие. И появляется смерть и ад. Хаос и путаница. Кстати, если думаете, что морда в экране говорит по-русски, и это свой, и его можно слушать, вы ошибаетесь. Вам в фильме «Иди, смотри» ясно показали, кто фашисты и на каком языке они говорят. И автопром это ведь про автомобили тот детройтовский. То есть авто из воды, самодвижущиеся, это не только те жестяные банки на колесах, но это и чудо природы, обезьяны. Но почему-то названо овцой. Car. В Детройт собирают овец, то есть это сборочная линия зомби американских. Символически как бы. И ответ, почему именно в Детройте находится сердце автопрома или находилось, даст, как всегда, название. А в этом нам поможет прекрасный советский фильм «Робокоп». Там много чего показали, но действие фильма разворачивается как раз в Детройте. Разные те города используются, чаще всего в Яблоке Большом это происходит, но вот тут решили почему-то создатели произведения поместить события в Детройт. Разницы-то вам ведь в этом нет. Какая разница, какие декорации? Нового года Наполеона, нового города Наполеона, что названо Нью-Йорком, или в каком-нибудь Мухосранске. Но нет, все подбирается со смыслом и значением. Ну вот, смотрим. Основание. Откуда ты? Южный округ. Добро пожаловать в ад. Рафи, это ты упустил 10 парней в Восточном округе? А ты сам попытайся дождаться подкрепления, когда попадешь в заварушку. Ну да, потом еще и на лекарства заработать. Говорю. Зная, что такое название, по-другому и фильм можно смотреть. Я фразу, как услышал эту, сразу и понял, почему она была произнесена. Это не про город конкретный, нет. Это про Детройт. А что такое Детройт? Нас убеждают, что это на французском пролив есть такое слово. Да, формально там есть некий пролив, точнее канал. Кстати, там и Гибралтар есть, и Толедо недалеко по географии. Такие, значит, места, названия. Но где там пролив, мне не ясно. Только если тот Гибралтар взять в расчет. Но тут не все так просто. Я это читаю как Детройт. Death – это на английском смерть, death. А руа – это на французском король. Т – знак или ты делает как бы существительное. Я это читаю как королевство смерти. Королевство мертвых. Вот что такое Детройт. Эта фраза коллеги полицейского Мерфи «добро пожаловать в ад», по-моему, об этом и говорит. Тут еще можно добавить и понятие «дети». Death. Смерть – это дети также. Королевство детей. Дети, они же слабоумные, а тут оживиться можно только с помощью мозга, приведя его в рабочее состояние. Помните, наверное, что такое человек? Это пробужденный разум, мозги. Антенна включена. Только тогда вы станете из мертвых в аду в Детройте. Мы, по сути, есть и смертные, и дети. И не простые смертные, а смертники. И трупы, по сути. Мы сюда попадаем после смерти.
А сами понимаете, не шутка. Это место заключения преступников. Тюрьма и психушка. Трудовая исправительная организация, только в большем масштабе, чем вы можете выгоревшими мозгами понять. Кто чего-то соображает, может вспомнить, что в тюрьме каждой есть такие заведения, как одиночные камеры, карцеры, куда сажают заключенных за нарушение режима и порядка тюремного. Вот наши тюрьмы, те разного рода и лагеря, это и есть как те карцеры в тюрьме. Нарушил порядок в тюрьме больший, отправляйся в карцер, то есть в нашем понимании в тюрьму. Мы тут появляемся со стертой памятью и должны чего-то вспомнить и чего-то сделать для исцеления и для поправки. В первую очередь надо вспомнить, что ты дурак, больной и заключенный. Это огромный шаг в направлении выздоровления. И это здорово помогает. Это и есть Михаил по сути. А вспомнить такое не позволяет ложь и заглушки да затычки разные. Солевые, ложные и хуцпой разные про великие победы и шекели рейха. Да денежные затычки, ведь уже должны понять, что самый большой обман зомби — это деньги. Нет никаких денег, это иллюзия, построена на самих зомби. На литовском то английское слово money, мой глаз, можно читать как monej, что есть на литовском чары, волшебство, charm. Денег нет по сути, но у дураков в дурдоме все за деньги, за иллюзию и фикцию. Не волшебство ли это? К слову, то charm английский, это, между прочим, и harme. Гора воды. Вон, когда большие волны показывают в киношках, это про charm и про harm. Тем самым про ущерб и вред. Харам и харем, оно тут тоже рядом. В фильме «Труман Шоу» в море устроили большие волны, очаровывали человека, вредили ему как могли на удаленке. Как и нас тут очаровывают по-разному и вредят не только деньгами, но и сладкими россказнями про великие победы, великие революции бандерологов, химическими напитками и пищей, ядами. Фармация — это же колдовство в греческом напрямую. А у вас колдунов нет, нет, но вам даже написано колдовство, а вы жрете волшебные таблетки, сходите с ума, попадаете в плен, в зависимости, но это же вы сами все сделали, сами изобрели, сами наделали, сами привезли, сами продали и сами отравились. О, как здорово у обезьян-то все работает. А еще вспоминая, как произносится то слово в английском money, можно тут услышать не только слово русское money, манить, но и слово many в английском. А это в иврите уже раб, а в греческом поле. Ну, раб уж, может, понимаете, что делают деньги с вами. Деньги — это и есть рабство, из которого пока никогда бандерлоги не выходили. Это всегда чужая воля рабовладельца, хозяина денег, которая подавляет волю раба, дурака и жида по совместительству. А тут ведь раб еще и дурдом в переводе, множество. Большинство — это всегда в дурдоме рабы, которые создают дурдом. А в греческом тот полис, поле — это и про город. Город и деньги — это связано. Это и про слово политика, полиция. И такие варианты этого слова, как поле, полон, полин, полен. Это все варианты этого слова полис. Аполлон. Полон русское. Полон русское как вариант плена. Полон. Польша — это же и Полония, и Полен на немецком. И полоний такой металл ядовитый.
И Наполеон, это все об одном и том же. Это об дурдоме, рабах, деньгах, городах, множестве. Аполлон это full в английском и мале в иврите. О том мале мало уже говорил видео про засуху. А full это и фул, дурак, которому всегда мало и у которого выжгли мозги. Аполлон это плен. Это на латыни тоже полный, полон, плен. И дебил тут тоже есть. В плен и полон попадаете, когда становитесь дураками. А дураками вы становитесь с самого детства. Потому как растете уже в дурдоме. И об этом вам никто из взрослых никогда не сказал. Потому что и они такие же. Потом вопрос уже только, вы выйдете из плена или нет. Освободитесь истиной или нет. Вот вам фильм «Шоу Трумана» показали. Это был пленник. Дурак. Видите, как, значит, когда все общество вот такое вокруг, как трудно, и что нужно, и чем можно только, значит, все сообразить и понять. И как выйти. Смотри, Труман Шоу. Это про вас, про дураков. Каждый себя можете почувствовать этим Труман Шоу. Настоящим человеком. Но не каждый настоящий человек. Все остаются за шекель играть. А вот тот, в котором что-то, значит, пробудило, что-то он начинал видеть и понимать. Вот уже где человек появляется. Настоящий-то. И ведь это понятие на деньгах и есть на кэш, на хаш. Змей библейский. И то же самое читаем как Наполеон. Тоже на деньгах. На money. На рабах. Он как английское слово дает какие разъяснения разуму, который видит суть денег. Это все змеи с маской-то Наполеона. То Гитлера, то Александра Македонского. Кодекс Наполеона это кодекс денег. Кодекс змея. Кодекс рабства. Везде тут кодексы Наполеона. Просто зомби не сказали, а сами они не вдупляют. Им же по телевизору должны рабовладельцы сказать, что тут рабство. Сами-то читать его никак не видят, не понимают ничего. Никогда. Ведь вокруг дураки-то не говорят об этом, правильно? Ну, значит, и нету этого. Так что деньги это про змея. Несомненно, это его оружие. Яды змея. Это оружие змея, которым он освобождает дураков от жизни и реальности. Попросту говоря, убивает. ФРС так и переводится. Голова змея, в которой яды и производятся. И статуя Аполлона стоит в Наполеоне, что новым городом названо. И там остров Манхэттен, человека-ненавистничества, где есть штаб-квартира ФРС и многое другое денежное, в том числе и Бродвей. Широкая дорога в ад. А так-то деньги это время зомби, внимание и энергия это кровь зомби, которая не сушат и теряет, чего-то делая, что названо работой и сосредотачивая внимание на говне и лжи, говах испуская, так и производя нужную энергию. Нас выжимают энергетически, как лимоны. За это нам дают на якобы восстановление деньги, за которые мы можем покупать разную наркоту, чтобы не поняли, чего тут происходит в вампирском царстве. Сами, может, понимаете, что вокруг только бессмысленные работы и занятия. А зачем такое? Как думаете? Пользы-то нет. Реальной пользы. Это все бессмысленно. Все это зло в чистом виде. За зло только дают деньги. За безумие. Такое правило в мире зла. В аду. В аду ведь мучение.
а их надо устраивать. Вот на это и требуются деньги. Чтобы не бегать за каждым преступником и дураком дурдома, вы сами себя ловите, садите в заперти, нервируете один другого, гоняете один другого, дразните, калечите, травите, убиваете за шекель, что в переводе тоже есть змей. Ля кэш, только наоборот. На кэш, на хаш. Всякие эти сиденья днем в заключении напротив экранов, колл-центры, подстригание травы, перекладка плитки, регулярное залитие асфальта и многое-многое другое, все это и нужно с одной целью – выпаривать кровь. Это сосет кровь в прямом смысле. Сама система вампир. Деньги – это кровь экономики, ведь так говорят. А деньги – это что? По сути, это и есть кровь зомби. Другие ваши вампиры – это те яды, что вам красиво назвали разными названиями. Я это называю наркотой и ядами. Обобщенно можно назвать яблоком, диуретиком, выводящим воду, что и есть отнятие связи отца, засухой, осушителем, психотропиком. Оно тоже забирает воду, влагу, и тем самым кровь сгущается от нехватки влаги с соответствующими последствиями для организма. Сгущение крови наблюдается у нас при ранах открытых. Кровь начинает сгущаться, этот процесс называем сворачиванием. А мы сами себе это делаем, такую рану искусственно употребляя огонь, сжигающий воду, сахар, соль и другие вещества. Солевые. Напомню, что химическая формула соли, поваренный хлорид натрия, нацеле, дает понятие насилие или запечатать, запломбировать. Насил. Насильно нас запечатали, запломбировали в Шеоль, что и есть соль и темно. Также Иерусалим тоже голова в соли. Alien это тоже в соли. Слово lost, английское пропавший, пропасть, заблудиться, тоже об соли. Наоборот только. Соль. Да и само слово английское seal, печать, пломба, закрывать, это соль. Не выговаривайте с-букву, сал получаем. А вы чего с той солью вытворяете, с наркотой, по сути, вы же ее жрете тоннами. Тут не надо никаких кокаинов и героинов, вы солевые. А в географии вам объяснили, что солевое море есть мертвое море. В иврите это соленое, солевое море, Ям Хемелах. А в английском это Dead Sea, мертвое море. Неужели никак не понятно, где вы живете и кем являетесь в реальности-то? Не в вашей иллюзии и лжи да самообмане и сказках, а в реальности, в глазах Бога. Там интересные процессы при сгущении крови. Тромбы делаются, это указывает на внутреннюю рану, на внутренний порез невидимым ножом. Только при открытой ране тромбы нужны, чтобы остановить кровотечение и дать ране затянуться, зажить. А тут тромбы начинают чудить внутри, делая кирдык сердцу нашему, замедляя кровоток и увеличивая нагрузку на сердце. Вы понимаете, что творится вокруг? Для чего и какие последствия для безумных обезьян? Отсюда и понятие обрезание. Невидимое обрезание. Чик и темно. Обрезано на греческом это темно. Темно. Наоборот, он мет. Он мертв или на смерти. И вроде кровь не бежит, а она бежит внутри. Последствия такие же, как от пореза. Таким образом, вы организму даете сигнал, что трупом стали, искусственно снижая воду в мозгах и крови, осушая кровь при беге за шекелями. Кровь сворачивается не только при ране, но и при смерти. Делайте выводы, бандерлоги египетские. Какие вы сигналы посылаете с таким своим поведением? И уже никогда не сами себя найдете в темноте-то необрезанного ребенка вами же. Вот где война и как идет. А вы что думали, тут с автоматами будут ходить на каждого дурака? Не, автоматы есть, но это другие автоматы. Обезвоженные мужчины, они и есть автоматы.
И о тех горячих напитках наших друзей, которыми они почуют нас и детей, в фильмах про вампиров и показывают в той форме, что они на дневном свете загораются и сгорают. Они и есть огненная смесь. Укус вампира — это наркота и химия. Начали сахарок листать, и все. В царство смерти, пожалуйте. А к слову, тромб — это знак ромба, или ты ромб. Есть такая геометрическая фигура. Наверное, тромбы принимают форму ромба, утрамбовывают. В рабоче-крестьянской Красной Армии в злой голове были знаки отличия, ромбы в петлицах. Это камбрик и высшее звание. Это указывает на то, как воюют. Делаете зло себе смертельное фашистское и получаете в ответку тромбы от жизни. Закупоривают головушку, а то и погибнете. То тромб, это глубже можно видеть ром. Просто убирайте Т как знак. Что указывает не только на Рим, Rome, но и Read Only Memory, ROM, или ПЗУ на русском. Это постоянная энергозависимая память для чтения данных, которая сохраняет информацию при выключении питания. Вот питание выключили, а ром остается, если не поврежденный. Это, кстати, напиток как такой. В трех товарищах ремарка парень пил ром. Еще дальше это РОМ, голова ом, голова сопротивления, голова человека у нас есть ром. Наша память. Рим это тоже ром, роум на английском. Роэм, голова вода, голова мать. Вон где тоже указано на воду в голове. Нет воды, нет отца, нет у вас ром, нет read only memory. А read only это можно и красненький, туда. Наоборот, more, море и больше английское, more. Вставляя м в иврите произношение мем, той буквы, слышим memory. Memory это память на английском. Память это наше сопротивление, это наши знания, это наш опыт. Когда теряем память, теряем и ром, и голову, и сопротивление. Становимся зависимыми, пленниками, девилами и дебилами. Вот что такое ром на петлицах. Это указка на память. Высшие чины в армии красной, они имеют память. И это не про бандерлогов, это про электронные устройства, которые командуют солдатами, мыслями нашими. Ведь мысли, они всплывают из памяти, из носителя памяти, оперативной или записанной. А когда фюрер и драйвер, то в беспамятстве все это выключено. Это обливион, это зомби. Отсюда дураки ничего не знают, ничего не помнят и всего боятся. И все у них в телевизоре и телефоне, на внешних устройствах ихней памяти. Идеальные рабы с кандалами, которые они сами и носят. Все эти дела, они связаны, та война и у нас идет. Это самая главная война. Берлин, он у каждого индивидуальный, и фашист в нем сидит, и индивидуальный. Эгоист в переводе, и юдаист, поклонник змея и шекелей. И тот ваш фашист кричит вам все время «Шнеля, шнеля, арбайтен, du Schweinehund». Ипотека не оплачена, машине страховка нужна, бензин залить, детям одежду покупать, в отпуск надо поехать. Работай, работай, сука, пока издохнешь, тогда отпустим только. Это у вас каждого сидит тот фашист, тот Гитлер, тот змей. Вы на проводе с ним, а не с Богом. Антенны нет, отключена и усё, бандерлоги. Вы в концлагере смерти, и выход отсюда только через трубу крематория. А истину узнать и познать у вас мощностей нету. Энергии не хватает. Берлин не взят. Сигнал слабый или вообще отключен. И вы никого не освободите снаружи, если сами не освободитесь. Даже не пытайтесь.
Так что, по сути, борьба с фашизмом – это борьба с самим собой, со своим эгоизмом, со своим сатаной, который есть тот недовольный фашист всегда. Они всегда недовольны в фильмах показывают. Либо насмехаются, либо кричат, либо угрожают. Это болезненные ваши состояния, ваши мысли. Это ваша болезнь, с которой вы не боретесь, а ей служите верой и правдой. Не так ли гениальны и великие бандерлоги? Парень из фильма «Иди смотри» стрелял в конце в портрет Гитлера, но по сути стрелял в экран. В нас. И в экран тоже. Из экрана у вас Гитлер. Там он командует вами. И мы есть Гитлер. Коллективный Гитлер. Контролируемые боты Гитлером экранным. Гитлер, может, кто помнит, это и удар в голову, удар в голове. Это про те удары ножом невидимым, осушающим. Также это можно читать как Гитлер. Жара в голове. Это ведь про диуретик, про огонь головной, про засуху и диуретики, про яблоко. Фашист тот и Гитлер выстраивает укрепленные линии в вашей голове, утрамбовывает железобетонными аргументами, фактами, танками, научными изысками жидовским, что кофе полезный, соли надо для здоровья, танки Тигр это про пойло разные. Тоже ведь аргументации полно, что алкоголь он для здоровья, маленькие количества, разным другим рекламным говном. В киношках сколько показывали, ведь нормализовали так нам это все, что я даже не понимал, что можно иначе время с друзьями проводить. Это все заканчивается тромбами, ромбами, болезнью, голоданием мозга и смертью. Вот так смерть воюет и набирает себе армию зомби и орков, безразличных. Им все по барабану, потому что уже мертвые. А организм здоровый, он не выдерживает экспериментов над собой, начинает реагировать на проделки. Он чистит яды, реагирует на вторжение, и той реакцией может и убить человека. Просто не выдерживая атак неприятеля, которого мы сами в себя и заливаем. Германские танки – это информация, что смерть и яды – это добро и хорошо. Приносит здоровье, если упростить. Вкусные коктейли, сладкие яды, упакованные в вкусные формы. Кока-кола, например, реклама – это все германские танки. Реклама смерти и ядов, в том числе научная, с видом морд разных, ассоциаций стоматологов и других британских ученых. Тот фашист ваш строит сильные укрепрайоны материальными благами, шекелями, домами, виллами, желаниями больше, more, искривляет реальность, выдавая мнимое и ложное за реальность, погружая вас в сон, что тут все так хорошо, так и должно быть, это нормально, это ведь законно. Это не яды, а вкусности и разрешенное это все. Это не геноцид, это зеро выдумывай. Это состояние уже заложника. Заложника шекелей, заложника богатств. Это связывает, это привязывает. Это не дает отступить уже, и фашист такой отчаянно обороняется, пока не получает сокрушительные удары в форме боли, увольнения, тромбов, этих инфарктов, инсультов, банкротства, развода, обмана, судебных процессов и тому подобное. Болезни всякие. Или, конечно, смерть тоже. Но вот уже, там уже все. Ложь опутывает всех и вся, погружает в темноту и сон, и разбудить такое существо нужны большие боли, большие утраты, большие потрясения. Только так можно победить в себе фашиста, эгоиста и смерть. Перенаправить энергию зла на добро. Включить разум, антенну. Убить дракона. Михаил должен победить дракона. Дракон это и есть, можно сказать, ваше эго. Дурак ваш. Наркотическое состояние, заднеприводное и животное.
Пожрать много, всегда жрать, срать, трахаться, покупать хлам всякий, покупать дома, квартиры, виллы, людей покупать, усладить свои желания, наркоту жрать, сахар жрать, соль жрать, жрать, мне, мое, я. Да как это мне не дали, как посмели, как не пропустили, как назвали фашистом и бандерлогом это великое существо с гнилыми зубами и мордой черной. Вот что поступает у вас из драйвера в вашей голове. Оседланность чертом, дебилом создает вот такие помехи, что вы принимаете как нормальность в аду, что вы называете миром и обществом. И ведь забыл еще упомянуть, видео про засуху, что из воды тот ауто можно и обозначить и ДМ, ДМ. Не вдаваясь в другие детали, оно есть и в слове деменция, в обозначении немецкой марки ДЭМ и в слове пандемия. Пандемия можно таким образом читать: все из воды я. Все и все обезвожено. По-другому это и есть засуха. Это и есть пустыня. Вот такой диагноз получили все жители концлагерей смерти. Но вот понять такое зомби высушенными обрезанными мозгами уже никогда не сможет. Не говоря о том, чтобы подняться на гору к Богу за водой. В иврите слово «враг» есть и слово «ким». Все эти кимы корейские — это про царей и врагов, уже, по-моему, говорил. Но вот само слово «ким» я его читаю как «киэм». Горящая вода, огненная вода. В фильме «Идиократия» там была местная Кока-Кола, звали ее Брандо. Это как раз и есть огненная вода. То есть ким? Враг по-другому. И ведь слово драйв и драйвер — это и есть по сути драйвер, драйв. В сухость, засуха, засуха в голове, сухо в голове. Вон тут и слово и говорит, когда драйвер, то есть зверь и фюрер, подключается у бандерлога. Когда у него после яблока засуха в головушке, пустыня появляется и смерть наступает. В могилу сваливается храбрый бегун за шекелем. Вот тогда и понеслась. Антенна слетела, связь пропала, разум пропал, темно, и только мертвые с косами стоят. Начинается управление автопилотом, зомби желаниями разными повторить и до Берлина дойти с дедами. По пустыне-то на костылях, с песенкой шамана. Но главное повторить у зомби есть сахарку, кофейку, водочки, пивасика, кокаинчика с кока-колой, таблеточку принять, укольчик поставить, лоха надуть на шекель. И ведь повторяют, и кругами все кругами наяривают. С утра выпил, день прошел, тяпнул кофейку и полетел на работу. Ай да молодцы арабские скакуны! И тот автопилот и есть наездник зомби-дурака. Это его зверь. Вместо разума им начинает управлять зверь. Засуха, страсти, желания. Можно это обобщить как богатство, слава, власть. Разум может этих зверей побороть, но когда вы выключили разум, антенну и сигнал сервера, который упорядочивает жизнь дурака, то вылезает то черное и слепое. Оно всегда слепое. Это последствия аварии. И вместо того, чтобы дурак занимался тем, чем следует, по своему призванию и умению, помните, значит, каждого там по способностям. Это божественный принцип. Он начинает выпендриваться и надевает маску для спектакля. И вот можете представить эту картину. Начинает он, значит, играть. Он не живет, он играет. И вот та картина, когда вместо упорядочивания и равновесия в системе, внутри ее начинает все идти наперекосяк. Тот, кто должен двор мести, он начинает управлять организацией. Тот, кто метет двор, должен учить либо управлять. И это условно так, пример привожу. В системе настает беспорядок. И он в первую очередь настает в мозгах системных юнитов, ботов, то есть нас.
И это и есть хаос и ад, в котором боты посходили с ума, так как они не знают, чего им делать, и занимаются тем, чем они не должны заниматься. Все начинают бегать за шекелем, это становится ихний фюрер. Отсюда повальная депрессия, стресс, алкоголизм, наркомания. Боты просто сошли с ума, потеряли цель, потеряли надежду, потеряли предназначение и направление, и получили вместо этого ложные цели и заменители всего перечисленного на шекели, на наркоту, по сути. Когда Бог, разум на связи и включен, Он успокаивает, Он помогает, дает советы. Власть советов отсюда. Он упорядочивает. Вы имеете энергию и тем самым любовь, которой можете делиться. Та любовь и энергия не дает вам делать того, что не положено, и направляет вас заниматься тем, чем вы должны заниматься. Отсюда и то понятие, что вы не работаете, когда работа вам приносит счастье. Не в форме шекелей, а внутреннюю энергию. Это становится просто хобби. Вот хобби, если есть у человека, он ведь занимается этим без шекелей, даже инвестирует шекели в свое хобби. Так как это его душа ему говорит, правильно делаешь, и получает он спокойствие и энергию, и не устает от того. А принудиловка — это массовая фашистов в концлагере смерти, это смерть и есть. Это мучение. Вы мучаете свою душу. Эти мучения приводят к страшным состояниям, приводят к состояниям либо выключенной души антенны, либо к аварии, поломке ее. Сломанные судьбы. Можно сказать, те страсти и желания эгоистические на богатство, на власть и славу, они и есть и звери, драйвера, которые убивают человека, убивают мент, убивают человечность, и остается труп, зомби, и зверь фашистский, что я называю alien, либо жид. А когда утрачиваете человечность, то это и есть состояние демона, безумца, деменция. Отсюда и понятие безумства, это и есть деменция, это и есть демон, это и есть ра, это и есть кака. А кака — это 2К. Не только дань начинаете платить всеми формами дуакле, гавахом, шекелями и кровью да болью, но и становитесь диким. Это тоже в переводе 2К. Кака и ра. И все это и есть чистое зло. Ра, кака, дикий — это зло, что и есть безумие. Так что время зверя — это про каку, про ра, про безумие, про бандарлог. Отсюда я и говорю, что свобода обезьянам приносит только зло. Они начинают делать зло, они выходят из-под контроля и начинают уничтожать себя. Сперва ментально и духовно, потом и физически. Сами ведь знаете, что вместе с шекелями идут и другие наркотики, химические, алкоголь, сахар, соль, секс, допамин, и это и есть уничтожение себя. Начинаете, значит, враг внутренний появляется у вас и начинает убивать вас самих. И если еще есть как бы красные силы и силы власть советская у вас, то можете победить. А если нет, все. Больной зомби и потом хлобыст в кладбище. Сразу с дивана. Вот как приходит смерть и уничтожитель, но мозги обезьян, они ничего не понимают и ищут внешних образов. Фашистов с автоматами, значит, им показали. Мессершмиттов с крыльями, с крестами, танков с крестами, чудовищ с серебряными зубами. Они все ищут, думаю, ну где это нет? И таких, значит, нет вокруг, кто знает, у нас мир, спокойствие, и мы, значит, все вот так вот. Нет, не ищите этих образов. Все это можете увидеть в зеркале. И ведь тот зверь и драйвер, он в переводе и есть бизнес, что в английском дает и понятие занятости, оккупации через латынь уже. Время зверя, оккупация зверем, фюрером Германии. Вот что я наблюдаю. В фильмах нам это и показывали про войну, где территория СССР была оккупирована немцами со шмайсерами и полицаем. Мы живем в той оккупации. И мы невольники, мы заключенные, мы без воли, лишены воли, лишены энергии и души. Тут и альтернатива.
выживать, либо приближать кончину зверя. В первую очередь в себе. Включить разум, душу, выключить драйвера зверя, чиститься и бороться со своим зверем, со своим фюрером, со своим эгоизмом, со своим драконом. Перестать убивать себя и других, взламывать оборонительные линии какоголовых. Так что тут весь набор после того, как связь пропадает с отцом, с водой. Когда перестаете пить пресную воду, и она исчезает. Фюрер, появляется пустыня, засуха, змей, зверь и холера. Вон когда холера зверепствует, вон она. У вас, сейчас. И фюрер очень боится воды, как засуха боится воды, как пустыня боится пресной воды, так и бандерлог боится чистой пресной воды. Это не по фэншую ведь у вас. Вам только с добавками надо жрать химическими ядовитыми, чтоб сладко было или солено. Вот. Значит, Эллен любит солевые. Это оборонительная линия фашиста вашего и демона на реке Одер. А на главной иллюзии и снотворном, и наркотике, деньгах, то есть на крови и на времени, до внимания зомби-мертвецов поставлена вся египетская финансовая пирамида с банками, инвестициями, фондами, ипотеками и другой ложью, источник которой – деньги. Цены, стоимость – это ведь деньги. Долги, ипотеки – все это деньги. Рабство и плеть ценовая – это деньги. Убийство и мучение – это деньги. Игра актеров в спектакле – это деньги. Безумство и шизофрения – это деньги. Потеря здоровья, связи и ума – это деньги. И, следовательно, ложь. Шекель имеет и значение поджигатель. Он осушает мозги и тело беготней по делам рейха, за шекелем, стрессами, депрессией, страхом потерять работу, не заплатить суду, не иметь страховку, потерять кровь, не обеспечить детей. Шекель все искривляет, что попадается ему на дороге, как огонь все сжигает и превращает в пепел, что через литовский дает значение прибыль. Пелнас, пеленас, пепел. Просто буква Л не проговорена полностью. Вместо пищи шекель делает яды, вместо воды делает яды, вместо физической зарядки шекель делает смотрение телевизора с пивком. Из футбола, в принципе, нормального занятия, особенно для молодых, сделали какое-то шоу для больных. Шекель из здоровья и нескучного занятия сделал смерть и болезнь. Тех фанатов ведь болельщиками называют, они болеют. Медицина то же самое. Вместо лечения и помощи это гнездовье змеи начало заниматься обманом, смертями и страхованием да шарлатанством, когда поддерживают больного на таком режиме, чтобы он не съехал с абонента. Все сферы, куда приходит змеи освободительные, появляется смерть и болезни. Это и есть, по сути, смерть и болезнь. Это маска Бога в гневе, которая убивает бандерлог нещадно и их отсеивает. Я это называю искривляющим разум и душу, истину и здоровье в ложь, безумие, болезни и смерть. Как рак в здоровый организм наносит. Когда заносится, знаете, что учиняет там этот рак? Если нет защиты в организме в форме автоиммунной системы. Когда нет вашей армии, советской и красной. Другой армии у вас нет и не будет. Только автоиммунная система защиты. Firewall. Вон у вас вместо футбола теперь спектакль откровенный, и все это обросло тотализаторами, майками, пивом, билетами, мордами футболистов как товар. Это же продажи, это слюни чужого, sales. Это давно не спорт. Вам это показали напрямую. У нас на дворе апокалипсис, все показывают. Главное, показывают вас. Куда вы скатились и во что вы верите? Только больной на голову может поверить, что на чемпионате играли в футбол. Нет, там играли спектакль. Вот как появляется королевство кривых зеркал, кривая реальность. Оно искривляется изнутри внешними шекелями, внешним импульсом огневым.
И задрыгался зомби, и побежал, и понесся. И будет бегать за мечом на усладу миллионам дураков. А вот снимите шекели и попробуйте вот такое организовать. Футболисты не пойдут играть. Нахрен им этот футбол в таких количествах. Судья не пойдет судить. Никто и пальцем не стукнет, чтобы это организовать больным. А больные нужны, думаете, тут от того, что они самые умные и красивые? Нет, больные, вам устраивают футбол из-за шекелей и из-за смерти. Чтобы вы дохли. Испускали гавах. Ходили по больницам, жрали пиво, ели чипсы, подрывали здоровье и мчались быстрее к своей госпоже смерть на поклон. И что сделал шекель сразу, так это он упразднил все нематериальное, это самое главное здесь. Он упразднил небеса, оставил только землю и материальное. То небесное это разум, совесть, душа, стыд, мораль, дружба, любовь, здоровье. Это все нематериальное. Это нельзя измерить шекелями, и все это сразу и обесценилось, и пропало. Когда появился великий измеритель всего, все и пропало по сути. И зомби слепли, так как без разума ничего понять нельзя. И появилось рабство. Его тоже никто не видит. То есть не понимает, что это все и есть рабство. И в смысле заключения на каторгу пожизненно, и в смысле дурдома, и в смысле змея с деньгами. Оно все связано. Дурак не может осознать, что он раб, так как он дурак. Это тождественные понятия. Дурак и раб. Раб – это дурак, а дурак – это раб. Это одно и то же слово по сути. Это уже разбирал. И тем самым это жид. Вы кайфуете от того, что вашу кровь сосут вампиры и ваших детей. Вы кайфуете, когда сжигают вас и детей заживо. Вы есть безумцы и преступники, которым приготовлена страшная кара за страшные преступления против человечности. То есть против себя. Вы в себе убили человека. И это есть преступление. А преступление есть наказание. То, что вы озверели, стали животными, это и есть наказание. И ваши дети тоже самое. И будут жить они со зверьми. Это и есть наказание. Вот так вот делается. Изгнали защиту, изгнали Ван Хельсинга, снесли памятники Ленину, Моисею. Вот и имеем теперь шабаш вампирский. Христианство и разум до здоровья рабочая в форме Иисуса Христа и есть единственное оружие против вампиров, против смерти и капитализма кладбищенского. Только вот до зомби дойти это не может, нет возможности, нет сил и энергии. Берлин не взяли и никогда не брали бравые победители Гитлера. Вам хватило сказок. Да, заключенные, значит, в тюрьме Гитлера победили. Да нет, если бы победили, не сидели бы в концлагере смерти. Уж как-нибудь-то хоть это поймите. Да, можете себя обманывать, что это не Египет, не обман, не иллюзия и не тюрьма. Но тогда вы и будете жить в концлагере, в цивилизации майя, в яме, в заглушке. Джем. И никогда у вас не будет 9 мая, что и есть отрицание иллюзии, снятие заглушки и выбирание из ямы, что и есть выход из Египта. Но контингенту дурки это все неинтересно. Им интересно пиво хлестать канализационное баварское и на футбол глазеть или жопы. Вот и все занятие бандерлога. Ну, в основном, конечно, пахать на плантации, которые ему обставлены как занятие его мечты, так как за это он получает шекели. Вон как все просто. У вас все ваши мечты это получить шекель. Не пойми, каким образом.
И за эти шекели он может на жопы смотреть, пиво хлестать и футбол глазеть. Вон, и, значит, заплатил шекель, включил экран, и там жопа. Опа, как хорошо. Вон на что шекель-то нужен. Вот такой вот адовый круг, который бандерлогом не воспринимается ни как ад, ни как Детройт, ни как дурдом, ни как тюрьма. Это ему прекрасный мир, который, правда, вертится и летит куда-то. Но бандерлог это все до лампочки. Он в постоянной отключке, пребывает во тьме, в невежестве, в лжи, в шеоле. И ему это очень нравится до поры до времени, пока не открываются врата ада из параллельного мира для подправки ослабевшей памяти от баварского и великих побед. Так что тут фраза во всех отношениях правильная: добро пожаловать в ад. А можно сказать в рамках фильма добро пожаловать в Детройт. И там фильм очень классный, он показывает, как тут порядки устроены. Те живые полицейские — это политики наши человеческими телами. А вот решили сделать наполовину человека, наполовину робота. Программа, но с человеческим лицом. А был вариант вообще-то без человеческого лица. Это мы называем бесчеловечное. Бесчеловечный режим политический. Вон тот робот это и олицетворял, тот, который там был роботом вообще. А без той полиции, сами понимаете, преступники, они начинают наглеть. Вон у нас преступники тут давно уже обосновались. И не только в форме зомби, но и невидимые преступники, которые убивают ядами да отходами. Когда-нибудь об этом поговорю, кто такой был тот бодикер из фильма, тот в очках злодей. В нашем мире мертвых не только мертвые шляются повсюду, но и он как бы управляется мертвым роботическим устройством. И компании те наши разные крупные банки, это все мертвое, они не принадлежат никаким зомби. Оно на управлении роботом, змеем я называю, нахаш, на деньгах, огневое, в я, в эш, в ашизм, рейх, чужой, German. Привязь, держать на привязи, лиш. Это все варианты слова нахаш. И США тем самым, да, тоже. Кстати, есть некая компьютерная игра 2018 года Detroit Become Human. Дословно, Детройт, стань человеческим, стань человеком. Оживи по-другому, восстань из мертвых. Надеюсь, теперь понятно, почему игра названа именем этого города. Это, по сути, не город, а выражение состояния всего зоопарка. С тем Руа, Рой, считается как Руа, написано Рой. Можно перейти в понятие реал, что на испанском есть тоже король, королевская. Тут, может, кто помнит, есть переход в реальность на английском уже. Королевство — это реальность, это настоящее. Заменяя тот Руа на реал, получаем Дет Реал. Есть Детройт. Мертвая реальность, смерть реальная. Перенеся тот Т в начало слова, слышим и Трой. Это и на Трою указывает. Детройт и мертвая Троя. На французском Троа, Тройс, это 3. Русская тройка тоже про Трой. Ройт, стройка. Царство смерти Детройт, оно, можно сказать, есть и царство мертвых. А мертвый на литовском это миря, что уже, может, кто слышит, дает мир на русском, а на немецком мы мир. Все вам сказано, мы есть мертвые, мы живем в мире, мы умершие, мы в болоте, так как на английском mire это болото. Каковы мы, таков мир. Каков мир, таковы и мы. А в болоте рыбы плавают, а рыба, помните, на литовском жувис, это жувес, погибший, и дальше идет в английском Jewish. Je wish, я желаю, и понятие жид. С тем болотом можете вспомнить монолог Янковского из фильма «Ностальгия». Там он спасал из мира, из болота, от мира. А спасенный, оказывается, там живет. Жида спасал Янковский. В фильме «Зори» здесь тихие, Бричкина утонула в болоте. В мире она утонула, не смогла вернуться самостоятельно, засосала болото. Многих засосала, всех детей засасывает.
Дьявол же убеждает, что так и надо, это нормально, это хорошо все, и наркота, и футбол, и медицина, и деньги, и бульк, и нету бандерлога. Надеюсь, эта геополитика вам понятна, самый гениальнейший из бандерлог, или опять что-то непонятно сказал. И тут живут те, которые победили жизнь, то есть умерли. Вот и вся ваша великая победа. Побороли жизнь и поступили в распоряжение фюрера адового и зверя в наказание и на поправку. Как мы умираем, по-моему, я уже многократно говорил, это первая смерть, обрезание мозгов, заглушка ложью и наркотой, диуретиками, отнимающими воду яблока. После того наступает состояние задохнувшегося от нехватки электричества, утопленника. Состояние дебила, слабоумного, зомби, полный обливион, потеря сознания и памяти, погружение в сон. Во сне, в обмане, под жестким трахом бака-за-фака ложь начинает казаться реальностью, и та иллюзия уже не отпускает, тем более, что вокруг ходят-бродят такие же зомби в обливион. И они все подтверждают, да-да, так и есть, мы тоже так видим и понимаем. Вот вам и королевство кривых зеркал с Детройтом. И то английское слово рабство, оно указывает не только на славян, slavery, рай славян, рай рабов, есть рабство, но это указывает на рай большинства, рай городской и также на слаб ай. Я еще читаю, что означает слабая головая, слабая голова искусственного интеллекта. Слабый рай, слабо голова видит. Для рая нужно, чтобы глаз внутри был, разум, чтобы голова видела реальность. А иначе это slavery, рабство. Когда голова не видит, то образуется слепота, что через иврит дает понятие авария. И появляется в Египте аварский каганат. Каганат жидовских слепых. Слепой тоже можно найти и в понятии араб, абар. А слепые глаза в английском дает понятие avarice, avarice, avar eyes. Это алчность, жадность, корыстолюбие уже в переводе. Чужой в фильме был слепой, черный, ложь и алчность. Сами, может, кто понимаете, к чему такое приводит в массовом порядке. В 1986 году вторая серия этих «Чужие» называется фильм. Там показали, к чему это приводит. А приводит в Израиль, в дурдом и на Ближний Восток, в Египет, на бойню, на войну. Чего уже по телевизору свиньям показывают. Война давно началась. Просто вы слепые и не видите. А слепота уже через английский это сон. Спанье, спячка, sleep, slip, соскользнуть, подскользнуться. И тут я немного поясню, что это не физическая слепота. Нет, это слепота разума. Вы не понимаете, чего видите. Если это не какой-нибудь материальный объект, которому у вас в башке кто-то дал имя. Явление, информации, сути вы не видите. Вот это и есть авария. Это авария во всех смыслах. Мозговая авария и авария как слепота, как сон. Вместо объяснения и понимания того, что вы видите, вам объясняют все по телевизору и телефону. Через зомби-новости, через самих зомби, через рабов и дураков. Это и есть очки виртуальной реальности. Вы реальности не видите, то есть не понимаете, никто вы, нигде вы, ничего тут надо делать в этой пустыне. Связи нет с источником у дрона, вы заблудились. Вот поэтому Иисус и говорит, что Он послан к заблудившимся овцам Израиля, то есть к нам. Израиль это безумие и дурдом, ну а овцы, может уже как-нибудь поймете, что это мы и есть. Иисус это подключение к источнику, к Отцу, к воде. Это выход из пустыни, дураки. Вода. Это уже не пустыня, значит. А вы его на кресте носите распятым и ослабленным. Слабый сигнал.
Так не пойдет, бандерлоги. Вы должны усилить сигнал, чтобы достучать до небес. Антенна с усилителем у вас всех полетела к чертовой матери после принятия колдовства обильно. И зашли в пустыню. А сон этой смерти, обман и фальшь. Вон и Египет нарисовался. А вы думали, где вы находитесь? Открою тайну. Когда вы попадаете в плен, то это всегда плен египетский. В плен египетский попадают исключительно дураки из дурдома. Плен это и есть дурь. Вы находитесь в плену своей дури, своего эгоизма, по сути. Это и есть фашизм. И он зверский и жестокий. Не отпустит так просто дурака из концлагеря смерти. Как же такие великие, такие умные, вам только в концлагере смерти и быть. Вы же не видите концлагеря, правда? А как вы можете выйти из лагеря, если вы его не видите? Лагерь, напомню, это барахлящая голова, медленно соображающая голова есть лагерь. Это не география, детка, это психиатрия. Как вам можно понять, что у вас того, и надо чего-то делать с этим? А никак. Дурак не поймет, что он дурак. У него диплом же есть, что он чего-то там закончил. Значит, не дурак. Вам мавзолей Моисея потому и оставили с телом, значит, Ленина, что тут вечные проблемы с дураками. Их постоянно надо выводить в Красное море. Неизлечимые бандерлоги. Только подлечили и опять. А того и Ленин всегда молодой, и Красный Октябрь впереди. Охота за Красным Октябрем. Вон там был Красный Октябрь впереди, а потом увернулся и попер в Америку. В мечту, как говорится. Сон это без сознания, без знания и понимания того знания. Вам напихали говна и сказали, что это знание, а вы применить этого никак и нигде не можете. Мертвым балластом те знания. Для применения знания нужен инструмент. Разум называется. Вот тогда, если чего вспомните, сможете применить. Например, 10 заповедей. Например, перестать жрать диуретики. Вот это и есть применение знаний с пользой для мозгов и здоровья. А ваши те финансы, романсы, интегралы и ракетный удар – это заглушка, это distraction is distraction. Это вам мозги конопатят. И не только говном, но и страхом. Зомби слабосильные, то есть шахматисты, они пугливы и боязливы. Мультяшек особенно боятся, циферек в экране боятся, самого себя боятся. Потому закрыли в подземелье и подвалы не выпускают себя, а вместо себя носят маску. Вон как. Играют, значит, играют, там что-то. Вытворяют чего-то там, значит. Профессора, там, значит, какие-то там, менеджеры, там что-то. Угу. Сон это смерть, так что капитализм это состояние спячки в могилах, это и есть смерть, выражение смерти, ярлык смерти. Но вам, как понял, понравилось. При Иисусе СССРовича свободы не было у обезьян. Не давали врать, воровать, грабить, убивать, рабов иметь, богатство несметное, пароходами владеть, скукотище. И тут блеснуло, звякнуло, сверкнула молния блицкрига, и пришли освободители германские с черепами на фуражках и надписями «СС» на своих черных кубиках на лбу. Ах, как вас ждали, как хотели вас, как мы вас любим. Дайте нам жвачки, дайте нам шоколада, значит, и все, и колбасы 100 сортов. О, но, о боже, освободители почему-то загнали бандерлог на каторжные работы, закрыли в концлагерях, открыли крематориумы и позволили сжечь, убивать, грабить, калечить, мучить. И пошло веселье в дурдоме. Долгожданная свобода от разума, совести, стыда, чести, морали. И шекели за это дают. О, чтобы так не было, пропади пропадом-то совесть, а еще и шекели за это дают. Как повезло нам.
Ну а слабая голова — это про лагерь, ведь тоже и дебила, девила, пленника и черта, безвольника, щита, избиение, законы. Это все про то же. Пиво, лагерь — это про лагерное пиво, это про слабую головушку от пива, это про рабское пиво. Но для вас это писк последней моды, конечно, и баварское самое лучшее, которое вы и пьете же. Мне всегда не доходит, как дураки ничего не могут понять. Им говорят, вот бы не было той сказочной победы, значит, в 45-м, пили бы баварское. И сами ведь пьют то баварское. А что это значит, бандерлоги хвостатые? А это значит, что победа сказочная. Никакой победы и не было. И вас поимели и в хвост, и в гриву. Вы хотели, чтобы поимели. Нимфоманы и дураки, профессионалы. Вы любите те сказки про великий побед, про ваших какунов и перунов да богатырей, которых я тут за жизнь никогда нигде не видел, только долбанутых на голову во великом множестве. И балдеете от тех сказок, становитесь пьяными, на том и ловят. Раз и в концлагерь смерть такого завербовали. Великого. Или скажете все как-то по-другому, я нелогично рассуждаю, да? Знаю, логика, она только у воспитанников, у давака, у бандерлог может быть, и все знания только там, у ваших хвостатых профессоров и академиков. Вы же сколько деталей об войне той знаете, которые не видите и которые не было в прошлом, так как описано. Как и теперь никто никому войны не объявлял ведь, а идут богатые национальные учения, забыли неужто? И про героев знаете, и про танковые сражения под Прохоровкой, и про самолеты, и про операцию, значит, цитадели, и операции при Сталинграде, и окружении, и там, и про все самолеты, и танки, которых не было, и про пушки, которых не было, и про войну, которой не было. Все ведь знаете, вплоть до калибров пушек и лошадиных сил авиационных моторов. Знаний-то множество, но знаний о чем? О ноле, о того, что не было. Знаете, вот как? Так у вас есть знания или это все есть ноль? Вот сами подумайте. Знание о том, чего нету, это что значит? Это есть знание или это нету знания? А у вас все такое. Все. И как назвать того, кто пишет про то, чего не было, рассказывает о том, чего не было, и убежден, что все это было? Как бы его определил врач-психиатр? По-моему, шизофрения не иначе. Так что вы больны и давно, но признать это стыдно. Это относится и ко всем изыскателям потопов, римских битв, да других исторических сказок, там, значит, тоже там наяривают, Тартарин. Это то же самое, что вот взяли сказку братьев Гримм и начали бы доказывать, что все так и было в реальности. И найдете вон русалку в Копенгагене, еще чего-то сотворите языком и своей хуцпой. Вот это ваш мир. Вот это вы. Вот в нем вы и живете, не видя реальности, принимая ложь за реальность. Отсюда и концлагерь смерти, которого вы не видите. Иначе не бывает. Тут либо выздоровеете, либо по этапам пойдете. Это и есть царство смерти, царство сна. Сон, он же ложь и обман. Вы спите, а спанье ночью называется маленькой смертью. И спите ведь ночью. Ночью темно, что на греческом обрезано. А тьма египетская — это и обман, и рабство, и невежество, ложь. Вон как вам все объяснено. И та ночь, она полярная, на 40 лет. А есть ваши друзья, которые очень любят темноту, обрезанность, и ночами воют где-то в синагогах. На луну воют, на деньги. Волк. Фольк.
Ну и разобравшись с Детройтом, как олицетворением всего мира, на главную тему разберу, что же такое и есть тот мир. Но опять же не буду разбирать все слова, а возьму одно слово немецкое Welt. И хватит. Когда-нибудь продолжу с другими словами, раскрывая другие стороны понятия. Тут немного уже сказанул про русский мир, но, надеюсь, не обидитесь на это. Будете зато знать, чего говорят, когда говорят про русский мир. Они это говорят дословно русский умерший, русский в болоте. По-моему, не совсем хорошо для русского, но для жида это да. Sehr gut, Вальдемар, как говорится. Но тут весьма полезно будет начать как раз со стороны alien, чужого, German, как он видит свой мир германский. Про что есть то слово Welt. Помните, ведь кто-то у нас по истории пел Deutschland, Deutschland, über alles an der Welt. Это на русский мир как раз и указывает, и на те великие понятия, которыми пичкают головы обезумевших заключенных концлагеря Дахау. А Гитлер он такой, он исполняет все ваши желания, особенно вашего «я», вашего эго, вашего Иуды. На это и рассчитано ведь. А потом раз и в ад, как наказание. Как те жиды пели свой «Über alles», и как бы та сказка не очень хорошо для них кончается. Мы теперь как раз живем в той сказке, с разбитым корытом тоже. Гитлер же привел страну по той сказке к развалу, на расчленение, на геноцид и изгнание. Немцев-то поперли отовсюду. Жиды, да? В истории-то кого гнали? Жидов. А немцы это что? Вот-вот, думайте. Было такое. Сами ехали, гнали тоже. Множество очутились и в Америке, и Израиле, у своих те немцы. Тут ведь все одно племя, если еще не поняли. И то племя подразделяется на две категории. Человек и нелюдь, зверье. Вот и вся высшая социология. Все другое это ложь. В тюрьме, значит, избранные нашлись, каста блатных, непонятно по каким принципам, но результаты этого видны. У них ведь это вся избранность и богоизбранность, это же оно. Талмуд ихний и есть Mein Kampf, по сути. Только ядреней в 100 раз. Mein Kampf это для отвода глаз. Это нудная книженция автобиографическим стилем, что-то написанное не пойми кем и не пойми когда. Как всегда, наверное, шляпа египетская писала ахинею для дураков, чтобы просто чего-то было под названием Mein Kampf. А настоящий Mein Kampf это Талмудом называется. Вот там точно, вот можете прочитать, как надо бороться с вами. И они работать не будут. Вот так вот. Это про жидов, про зомби. Им как-то кто-то подсказал и шепнул, что они тут заправлять в тюрьме всем будут, смотрящие, и получат все 3 награды. Шекели, власть и славу. От вампиров, от змея. Это слуги дьявола, его руки. У змея-то рук нет. Как змей водку будет продавать, да сахар с кока-колой дуракам, и детям вашим? Да, можно через автоматы, но до автоматов-то дорваться надо. Но то руки нужны, чтобы это злодейство совершить против своих детей. Понастроить тех автоматов надо. А для того, чтобы понастроить автоматов, это надо зомби, чтобы выкопали там, значит, котлованы, привезли туда, все подсоединили, значит, и устроили, значит, яды, продажи ядов для своих детей. Во как все устраивается. Но вам нравится это все. Но бессмертия им не дают, подыхают избранные, как и все неизбранные, и болеют, и с ума сходят. Это у них очень популярно. Деменция и безумство. Сами видите, что творится в эстраде, в театре, на концертах, в образовании, науке, во власти. Это оно. Чума. Это потоп.
Воры и бандиты дорвались до всего. Сбылась мечта сумасшедшего. Теперь это приумножилось, так как шекелями залили все и подожгли. Это Содом. Как это выглядит, показали в фильме «Мальчишки-бальчиш». Там и орден предателя дали плохишу, и варенье, джем, заглушку на всю жизнь в мозгах, чтобы не думать, и печенье, кукис в голову, чтобы отслеживать помыслы. Награды такие себе, сомнительные, но дуракам нравится такое. Особенно пустотные и бумажные фантики. Это зомби очень любят, души не чают. Они же дают некие преимущества зомби в отношении другого зомби. А это и есть самое главное в концлагере смерти, чтобы, значит, намазать себя густо красками, говном разным, надеть всякие побрякушки, и чтобы болезнь пришла, проколоть кожу, ногти насадить звериные, кольцо вкрутить в нос, в жопу пластмассу толкнуть, волосы в синее покрасить, ядов заиметь в форме алкоголя, наркоты, ядреную машину приобрести, пластмассовую девку-зомби, дом купить, траву засадить и стричь ее, да податься отдохнуть от непосильного труда куда-нибудь германским бандерлогам, и чтоб те бандерлоги ему прислуживали. Деньги дают одну важную функцию в концлагере смерти. Унизить другого заключенного. Как в том фильме Кинзаза объясняли бестолковому грузину, что плевать на тех, кто на коленках ползает, это есть высшее удовольствие. А вы думали, для чего так бегают за теми деньгами? Да, есть, которые на выживание бегают, но есть множество таких, которые просто свое эго, своего юду ублажают. Фашиста своего. Ну что же, доктор Барменталь, пожалуй, начнем специальную словесную операцию «Апокалипсис». Кстати, в той песенке гимне Рейха тот артикль «der», он, наоборот, есть «red». Если читать «Red Welt», то получаем «красный мир», «рус-мир», «русский мир». Можно даже сказать «Рус-Велт». Помните такого президента США, который там отплясывал под полиомиелитом на инвалидной коляске, конференции разные? А это и есть понятие «русский мир», «красный мир», «der Welt». Мир, или точнее Рим. Выше мира и выше Рима пели есть Германия, точнее Deutschland. Эстафету подхватили и другие. Много тут великих больных. Великие палаты 1/6 мира. Одни величественные, других. И воинственнее. Вон там Кузькину мать показывают, и ботинком стучат, и в телевизоре победы одерживают. Например, война с Британией с Аргентиной, война в Ираке и так далее. Вон какие прыткие, как все умеют. И на самолетах летают, и бомбят. Бандерлоги-то хвостатые. Ну, хуцпой только и могут да хвостом помахать в телевизоре или слабого обидеть. То слово немецкое на литовском, оно звучит как «welt», «welt». А это запутать, запутывать, усложнять. На английском это можно выразить как mess. И мессия тут выплывает и некий футболист по прозвищу Месси, о котором в будущем будет видео, как и о том матче с Испанией. И это тоже про мессершмитты. Может, кто вспомнит, говорят, летали в сказочной войне и расстреливали советские самолеты, догоняли за каждым дураком в фильмах. Вот и подумайте, как на самолете гоняться за дураками. И почему такое показали. И главное, что на самом деле показали в нашей реальности. Мессер – это запутанная голова. Запутать голову. Мессер. Много я их вижу. Летают и стреляют по зомби, но зомби не в полном сексуальном удовольствии от этого. Они про ракет слушают, про дронов, про обстрелы, про потоп, про войну им объясняют ту сказочную. Это просто можно сказать, шизофрения от тех расстрелов появляется. И солдат, как говорится, падает замертво. И уже становится в ряды славного вермахта, зомби в полном обливионе, где реальность уже не видно, а есть только тьма, и шекель сладко шипит в той темноте обрезанной. Так что мир, он нам, говорят, и запутывает, опутывает, самое главное, голову. Вон в фильме «Матрица» это прекрасно показали с тем коконом. Тело Нео было опутано разными кабелями, присосками, и его обволокала некая пелена. Как некая заглушка, как некий капкан липкий.
Пелена это пропялена, это пепел и про прибыль. Все так и есть. Смотрите на это как на мозг, на мент, похороненный под миром лжи и путаницы до финансов. Его пробуждение и есть пробуждение неокортекса, пробуждение человека. И тот процесс его воскрешения и показали вполне отчетливо тому, кто это может понять. Тому, кто уже вырывается из того кокона мира. А запутывает и опутывает что у нас? Неужели истина? Нет, запутывает, осложняет и опутывает путами путинскими как раз ложь. Сложно в слове и есть сложно. С ложью есть ложно. Фейк есть ложно. Фак. Помните, наверное, то видео про ваши любимые факты, что есть не что иное, как трахание в как-голову. А фак это же каф. Буква К в иврите со всеми удавами К и другими терминаторами до могилы. С разумом и Богом ничего тут сложного нет. Истина не сложна, она сложная становится из-за лжи и дураков в больших количествах, что всегда приводит в могилу и смерть целые народы. Приводит в капитализм. Смертная казнь. Сами понимаете, что сказать, что той войны сказочной не было, а это было представление, если вы это понимаете, сразу видите, какие горы говна слетают из головы, и из книжных полок, и из предложений трубы. Это просто вы все отметаете. Истина вас освободит от вашей дури и вашей лжи. От вашего говна, которым вы засрали головы мессеры и шмайсеры да другие гешефтсмакеры вам. Если вы захочете выйти на белый свет и сжечь своих вампиров, которые вам сосут кровь, не только деньгами, не только яблочными ядами, но и россказнями о каких-то небылицах, которые вам давлеют на голову и не дают покоя. Носитесь потом с теми бессмертными полками вместо того, чтобы лечиться. И опять тут в той путанице находим английское слово, что и означает крошево, мешанину и путаницу. И это есть хэш. И открываем опять за разом, что на путанице, на mess, на wealth, лжи как раз и восседает змей. Нахаш. Так и есть слово. Отец лжи можно назвать и дьяволом. С деньгами и на деньгах. Как говорится, все дороги ведут в Рим. Так и тут. Всякое дерьмо указывает на змея и на дураков, и на путаницу. То есть, все это и есть мир. Деньгами тут всю путаницу дуракам в дурдоме и устроили ведь. Сами посудите, сколько надо дураку отхапать, отпахать и жопу подставлять, и ее лизать, и кланяться, и кровь сушить, чтобы купить воды попить, и съесть булочку с маком, да иметь крышу над головою. Это во что превратили простые понятия? Утолить жажду, поесть, поспать, иметь место. На это нужны, оказывается, жидовские магазины, биржи, акции, фонды, спекулянты, маклер, менеджер, банки, бизнес-школы, офисы и другая чушь. Вы нормальны? Я вас спрашиваю, вы нормальны? Можете не отвечать, мне это уже и так ясно. Вот поэтому мы говорим, бес попутал, мир попутал. Дьявол попутал, змея попутал. Путать и есть функция мира и дьявола. Напомню, что в иврите электричество называют хашмал. Можете соединить два слова, которые я разбирал. Мало и хаш. Может, чего сообразите? С теми путами и путаницей еще вот что. Кстати, путание и есть в смысле путаницы. Пока вы путаницу разбираете, вы теряете время. А если не разбираете, то и сидите на привязи той путаницы, как в путах. О великой победе. Вот, а и сидите все. И будете сидеть. И не распутаете никогда. И не освободитесь. Путы на литовском очень любопытно звучат панчей. Дословно это punch-eye. Удар в глаз, удар я, удар искусственного интеллекта.
через английский. Не физические путы, а путы глаз. Путаница умственная искусственным интеллектом организована. Вот такие путы в аду нашем, в тюрьме. Шаровидную землю сделали, и никуда не убежите из этих пут. Все ведь открыто, как сказали Труману в школе, когда он сказал, что он хочет быть открывателем. Все уже открыто. И это есть ложь. Пут это и есть путь. Путь и пут на английском. А одного такого путаника и провожатого по дороге все ведь знаем. ВВП. В фамилии того путеводителя Сусанина как раз и есть обозначение пут. Ин. Ин это местонахождение на английском. Почему у вас в фамилиях английские слова? Сами подумайте. Вы же великие и все знаете. Этот ин можно заменить на в или английский at. Путв или путат. Тогда читаем. Путать. Welt на литовском. Hash на английском. Мир на немецком. Тот путв можно понять и в пути, и в путах. И читая наоборот, слышим тупв. В, перенеся в начало слова, видим в туп. Добавляя я на немецком их, ик, видим в тупик. А тупик это по-другому ад. Это безвыходность в иврите. Нет выхода, дословно, двери. Это и про мир то же самое. Это тупик здесь, с которого выбраться только через трубу крематория, может, да? Ну, может, как бы чего-то соображать станете, и все вам вопросы, куда вас приволокли, не будут уже возникать. Вам даны все ответы. Всегда под носом. Но вы же самые великие, и читать вы не умеете. Великие, как говорится, не царское это дело читать. Мы и все так знаем. И профессоров, и академиков у вас сколько. О, и ни один читать не умеет. За что казнь, то есть кара, то есть война. За невежество, за лень и за незнание родного языка. Вы его не знаете. Если вместо тупик использовать ад, то слышим в ад. Я на литовском это аш, это в адаш, вадас. Это вождь на литовском. Фюрер, драйвер, зверь. А ли чего не ясно, куда всегда приводят бандерлогов? К Красному морю, что и есть тупиковая ситуация. Сзади фараон с танками, а впереди море. Куда Сусанин поляков привел? В смерть ведь. Это та самая басня. Вы же и есть те поляки. Помните слово полон, полен, плен, дурак? А ли тут где дураки-то без вас, а? Русских тут нет. Русский это человек, в принципе. Мы только русскоговорящие. Поляки и другие все там. Вождь, кстати, наоборот, есть Джов, что в английском Юпитер или Зевс. Гитлер всегда в ад приводит. Он другой дороги не знает. Вон Германию привел к полному разгрому в сказке о Второй мировой. Те мессии, они такие, приводят в чувство и реальность больных. Тоже ведь говорят, слепые были немцы, ничего не хотели видеть. Ни концлагерей, ни зверств не было интереса видеть, скажу так. Слушали басни про чудо-оружие, ракет всякие, ничего не напоминает. Только скажу сразу, что все, что говорил Гитлер, это есть на самом деле. Только форма другая, нематериальная. И танки «Тигр» есть, но они не в железе, их не надо в железе. Зачем дуракам в железе? Куда ехать на таком драндулете и что делать? Как и у вас нет интереса шекельного. Пока шекель платят, жрать есть хоть ядовитого. Дети не наркоманы откровенно. Какое такое зло? Какая такая борьба со злом? Что тут? Нет ничего, никакого зла, тут только добро, значит. Вон зомби всего. Лучше тяпнуть пивка баварского и футбол посмотреть.
спокойнее будет. Сегодня не меня ведь. Крокодилам пусть ширяются зомби и подыхают. А я буду вот такой, значит, в вилле жить у озерка, там на машинке кататься. А, мне как хорошо все. Ой, будет. Ой, забудет за такое. И, к слову, пут это, можно сказать, и знак пу. Знак говна. Или знак плутоний уже в химии. Шандарахнуло по дуракам плутонием, жидами и барыгами да другими плутами. Так шандарахнуло, что разлетится все скоро на маленькие кусочки шизофренического мозга. Это и есть распад. Кстати, месси на литовском это кинешь. Ну а кинуть это имеет значение не только кинуть физически, но и обмануть. Когда кидают, падаешь. Fall, false, fake, fuck. Адама с Евой и змеей ее и кинули ведь. Дальше тут welt можно читать как wealthy to или знак. Well на английском это хорошо. Колодец, скважина, правильно, хороший родник, разумно, бить ключом, шахта. Помните такого писателя Герберта Уэллса про войну миров, чего-то писал и Человек-невидимку? Писал, а толку-то с дураками никакого, пока до Красного моря не дойдут, в ад не попадут. Тогда-то глаза и выболятся. Опа! И стали видеть, о чем читали. Батюшки, какое волшебство! А это и есть Красное море. Увидеть в реальности то, о чем читали или видели в фильмах. Войну, концлагеря, расстрелы, терминатора, эльен, фашистов. Вам все время показывали. Якобы вы жили в мирное время, а вам показывали реальность всегда. Это уже было тогда, когда показывали все. Но до зомби-манкуртов это доходит не сразу. Мозги-то медленно работают, на то и лагерь. Пока додумкают, пока поймут, тут ими могилу уже показывают залезать, значит. Вельт или мир это хорошо, это правильно, это колодец, это скважина. Ну, добывают тут из этого скважины нефти и гавах. Вот это и есть. В фильме «Платформа» показали, в принципе, конструкцию не только ментальную, социальную, но и техническую. Это яма, в которой булькает вода соленая, из которой делают пресную. Как и у нас есть устройство, делающее пресную воду для мозга, если не повредили то устройство. И тут нам еще дают понять, что путаница, пута и колодец это правильно и хорошо, это есть справедливо. Так что не нойте, сюда попали за дела. Дьявол имеет наши души в аду на законных основаниях. Как правильно ведь держат преступников в изоляции от их потенциальных жертв для исправления. Вот и тут то же самое. И держать больных преступников и надлежит в строго изолированном месте. На острове проклятых или в другом контексте на острове дураков. Острове невезения. Где живут люди-дикари, то бишь злые и безумные. Тут можно вспомнить и определение о том месте, куда кинули Адама. Это в иврите ган. Это загон, это загороженная территория, это тюрьма в принципе. В русском это переводят как сад. Но сад это и путы в иврите, и грустный в английском, и через иврит и говорит, что это есть ад или огненный ад, или точнее безвыходность. Та же тюрьма, вечный огонь я еще перевожу. Лабиринтом можно назвать. Делая маневр с буквой Т, что есть тав или знак в иврите, и заменяя ее на другое слово, которое означает знак в иврите ness, получаем, что мир это wellness. В английском это дает понятие благополучие, wellness. А вот в литовском тот wellness дает значение wellness, дьявол, черт. Чертом оседланные – это миром оседланные, змеей, деньгами, благополучием, богатством и так далее по списку психотропиков, которые создают картину светлого и блестящего мира. Мир – это дьявол, и он искушает, сатаной искушает недовольством, показывает разные разности и манит, money, 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 must be funny. Не красными труселями манит, нет, деньгами, шекелями, ложью, говном. More, more.
И всегда обманывает, забирает разум и душу и в обмен дает иллюзии и обман, да истраченное время, здоровье и разум. Обмен всего, что мы имеем на бумажке и пустоту, да наркоту. Ведь все эти утехи в том мире, это все за шекели, все это делают рабы, то есть мы. Мы сами себя имеем, грубо говоря, в жопу. Наши дети в рабах ходят у дьявола. Отсюда змей самый умный из зверей, его не проведешь. У нас есть тут в местном Эмирате такое понятие, как государство благополучия, Геровес Вальстибе. Клоуны местный Эмират так назвали. Ну, Хуцпо этот Эмират всегда славился, жид на жиде, но все великие. В моем переводе это государство дьявола, Wellness Вальстибе, с чем я согласен. А можно это еще перевести как светское государство, мирское. Там, где Бога, то есть разума нет, это и есть светское государство, то бишь государство дьявола. Так как логично, что там, где нет Бога, есть дьявол. Свято место пусто не бывает. В каком-то фильме про Джона Вика казнью было то, что сделали тот отель или чего-то светским. Я тогда еще не понял, почему это казнью названо, а теперь я понимаю. Казнь такая, что у территории забирается разум, и появляется то, что вы теперь видите в экранах и на улицах. Появляется форменное безумие, что и есть дебил и дьявол. В эту тему, помню, была такая песенка, которую пропели в помощь голодающим, там, африканским, то бишь нам. We are the world, we are the children, там что-то такое, да? Тут, в принципе, все правильно. Мы есть мир. Это лингвистически правильно. Но также правильно и то, что мы есть mess, hash, путаница с ложью, запутанные, запытанные и заблудившиеся у змея и в деньгах. Вот что есть We Are The World. Мы есть дьявол, мы есть дебил, поют нам с экрана. Тут можно понять двояко. Это они о себе поют. Но если мы подпеваем, то значит и мы себя дьяволом объявили. Значит, Deutschland убирались. Вот такое повсюду. Дьявол любит, чтобы подпевали зомби и черти с демонами ему. И дураки ждут мессию почему-то. Ну вот, он пришел, ломает все, путает, водит кругами, выполняет свою функцию. Чего не рады Сусанину? Чего смеетесь над библейскими жидами? Это про вас все написано. Вы кругами по пустыне наяриваете уже 40 лет. Почерневшие. Не знаю, на что уже похожие. А все вам, да, в Библии все там смешно, там какие-то, значит, там, слышал, говорят, там все выдумали, там как что-то там выдумано. Там, смея, там с анекдотами, там, значит, сказками называют. Ну да, это сказки, правильно. Но все сказки это про вас, про реальность. Это невежды. Страшные невежды. И они этим гордятся. И вы гордитесь своим невежеством. Вы же все знаете. Да. Чего скулите из-за отключки интернета, из-за Макса? Это же и есть Мессия. Безумная маска. Мэд Макс. Или думаете, тот Мессия вас за белые ручки только подхватит, да поведет сразу в рай? Нет, дураки, это Владимир. Кровавый мир. Кровавые мы. Он из вас говно будет вытряхивать. С кровью, поносом и гангреной мозга. Али вы думаете, вашу болезнь психическую множественную можно таблеточкой вылечить? Вон дали пососать, и все прошло, значит. Дурь прошла сама как-то. Угу. Нет, это лечится злом. Одно зло, одно безумие лечится другим злом, то есть безумием. В аду чего вы хотели? Раньше думать надо было, когда яды жрали, других почивали, да с ума сходили массово. А? Не думали, да? Не надо было? Также эта песенка вам поет истину того, что мы есть умершие и жиды словом, да рыбки. Вот видите, как много несколько слов может сказать, если мозги рабочие. А с жидами в истории нам рассказывают, чего такого делали. Не делали, но делают. Теперь, здесь,
Со всеми. Концентрационные лагеря смерти, плен, унижение, гонение. Это не было. И прошло, как пела София Ротару. Это есть и будет. Зомби и мертвых-то надо воскрешать. А как вы себе представляете, это можно сделать? Вон попробуйте, придите на кладбище и крикните: «Вставайте, мертвые!» Как думаете, какой результат? Такой же, как и я вот кричу. Результат такой же и будет. Так что, сами понимаете, у Мессии и Бога с дьяволом специальные меры на жидов. Куда более эффективные, чем слова, от которых Бандерлогу ни холодно, ни тепло. Переводя звук В на Б, слышим belt, есть welt. А это на английском ремень, пояс, бандаж, приводной ремень, броневой пояс, лента конвейера, патронная лента. Кстати, на заметку, чем стреляют в фильмах из пулеметов. Пороть ремнем узкий пролив, belt. Тут многое можно применить к миру. И Детройт можно вспомнить, это тоже про пролив. А выходит через это понятие мертвый мир, это Детройт. Как бы ничего не добавляет, но указывает на правильность направления в мертвом царстве. Тут и лента конвейера по производству зомби, тут и порят ремнем, мучают и причиняют боль. Приводной ремень для энергетики господина Спруца. И броневой пояс, так как это закрыто, как был закрыт бункер в фильме «Дитя робота». Это все про мир. И Дитя робота это тоже про весь мир. Пояс или ремень используется, чтобы подпоясать штаны. Не только, но штаны в основном. На английском это pants. Pant. В слове есть пан, бог пан. Слово греческое все. Сковородка на английском, pan тоже. Господин на польском. И понты, уже даже не знаю на каком языке. Мир опоясывает все. Мир и есть бог пан с дудочкой в форме рогатого козла, то есть дьявола. Напомню такое научное явление, как Ван Аллен Белт, пояс Ван Аллена. Это нас убеждает, есть некий защитный слой, появившийся ниоткуда в течение миллионов лет после взрыва и траха большого какоголов бандерлогов, и который защищает нас от вредных радиационных излучений из космоса. Это опять же про мир, по-моему. А Ван Аллен это я перевожу один или из ничего. Мир из ничего. Вот это и есть ваше знание, которые оберегают вас, значит, от истины. Аллен это нет N через английский, это дает слово non-known. Как это получаем? Ничего, вот это объясню. Есть и возможность это перевести как двойное отрицание и душа. Как бы намек, что нас защищает от говнорадиации из канализации и ртов дураков. Душа наша и прием джуджитсу, что по-научному отрицание отрицание. Также заменяя all, английский все на пан греческим видим и panen belt. Все в мире, все в нас. Ну и осталось прочесть слово наоборот. Те лев тлю. Этот вельт. Знак льва, ты лев. Или такое понятие лю на английском. Лев, напомню, это разум в иврите. Отсюда и понятие левый, левша. Месси тот ваш, он тоже лев, Лионель. Разум Бога в переводе. А вот Месси, сами понимаете, чего такого определяет про разум Бога. Запутан. А вот тот лю, английский, дает весьма прекрасные понятия и об разуме, и об мире. Солнечно, тепло, теплый, умеренно теплый, защищенный от ветра, тепло, жара, укрытие от ветра, особенно временные сооружения, возводимые пастухами для защиты своих стад. Нагреть или сделать чуть теплым, согреться, укрыться от ветра, слабый, болезненный на вид, бледный, изможденный, просеивать, особенно при добыче олова или серебра. Думаю, что даже комментировать не надо, многое тут прекрасно определяет разум, но и мир есть разум также, и дает укрытие от ветра слабым и больным. И просеивает при добыче олова и серебра. Серебра это же деньги по сути. Вот и разум отсеивает, и мир отсеивает на той охоте. Hunger Games. И закончу словами из песни Аллы Пугачевой.
Один лишь способ есть нам справиться с судьбой, один есть только путь в мелькании дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Стали, завелись и пошли. Маршал Сталин. Дорогой друг, запомни, на свете ничего не меняется до тех пор, пока кто-то не начинает менять. И других способов что-либо изменить просто не существует. А ты все сгладил, всех успокоил своей липой.